Всем привет! О главном на сегодня. К чему вас подведут высшие силы и от чего отведут. Это будет короткий экспресс-расклад для помощи вам. Здесь свеча зажженная для защиты от негатива. Делаю, что делаю, большего не требую. Ключ-замок, колдунам входа нет. Я начинаю расклад, и вы можете задавать картам, если захотите, свои вопросы. Это может быть откровение для вас, ваш вопрос и ответ карты. А я честно протрактую все, что придет ко мне в потоке из карты. Итак, мы смотрим о главном на сегодня для тех людей, кто зашел, именно для вас. Каждый услышит свое. И нужно что-то менять срочно, причем это колесница, это срочные перемены. Вам нужно что-то очень срочно менять. Потому что высшие силы давно вас к чему-то подталкивают, но вы не видите эти знаки Вселенной, потому что находитесь как бы в параллельной реальности. И здесь касательно любви. На самом деле это очень хорошая карта. Шестерка чаш говорит о любви. И кто-то срочно хочет с вами встретиться, может быть, чтобы рассказать вам, как вас любят, чтобы помочь вам, поспособствовать, чтобы дать хороший совет, чтобы обнять, чтобы вселить в вас веру в себя. То есть карта колесницы, если она сама по себе одна, она говорит о том, что опасно может быть, опасно жить без любви. Может, вы живете с кем-то в паре, но у вас нет любви уже, как бы вы разошлись, по разным дорогам идете, у вас уже абсолютно разные отношения к жизни. И то, что раньше вас соединяло, теперь его уже нет. И вы ищете новую любовь. Вам нужно найти любовь, потому что без любви очень сложно жить. Хотя бы нужно к себе иметь эту любовь. Высшие силы видят, что вам нужно двигаться дальше. У кого-то это могут быть ущербные отношения в паре. Это когда вы не понимаете больше друг друга. У кого-то это может быть работа, которую раньше вы любили, а теперь уже чувствуете, что вы уже там засиделись на этой работе, это уже не ваше. Может, платят недостаточно, или вы уже все знаете там, да, и вам неинтересно стало, вы хотите двигаться дальше. Тройка пентаклей, вас ожидают большие деньги. В 3 раза больше можете зарабатывать, чем сейчас. Если вы сделаете, вот говорят, это движение, this move, то есть если вы перейдете, например, на другое измерение в самоощущении. Но это самое главное. Если вы перейдете у кого-то на новую работу, потому что пентакли – это деньги и доход, а у кого-то вы можете даже и найти новую любовь, новое семейное счастье. Если вы перейдете во что-то другое, вступите в новую живую воду жизни. Потому что я здесь вижу, что многие из вас засиделись или в отношениях, либо на работе. Вас ожидает поиск чего-то, поиск своего пути, и посох есть, то есть есть на что опереться. И может быть в вашем городе, даже в вашей стране нет того, чего вы ищете, и вам следует, может быть, поискать свою удачу, своего счастья в другом месте Земли или в другом месте вашей страны, потому что там в вашем городке или селении, в селе, или в большом мегаполисе, неважно, но там, где вы сейчас есть, где вы вращаетесь, там уже истощилось все для вас. Больше там ничего для вас нет. Вам нужно двигаться вперед. И знаете, даже если вы живете в огромном мегаполисе, там Нью-Йорк, Москва, Токио, неважно, но вы все равно в своей среде. И эта среда, она в любом случае как селение маленькое. Так что вот именно там, где вы есть, больше для вас нет ничего. Вам нужно искать новый источник дохода, новые отношения, новых людей. И не бояться этого, потому что паж – это, конечно, новый человек, который ищет себя. Королева Пентаклей – это вот так высшие силы видят вас, так высшие силы видят вас в будущем. Они видят, что вы королева Пентаклей, что вы человек, который может очень многое. Вот. И высшие силы хотят вам в этом помочь, поспособствовать. Вам нужна свобода, вы где-то себя очень сильно ограничиваете. У нас 2 старших аркана, и они один другого дополняют. Вам нужно вырваться из какого-то, может, негативного окружения.
кто-то негативно на вас влияет, кто-то вас, вот такой раздрайв получается. Один сфинкс черный, а другой сфинкс белый. И это одни мысли вот вас тянут в одну сторону, другие в другую. Может, вы слушаете разные люди. Разным людям что-то выгодно от вас взять. И одни люди вас тянут в одну бездну, другие в другую. Но средний путь, как здесь вот эта карта намек на то, что сказал Христос однажды, или Будда даже, да, средний путь, это ваш путь, узкий путь. Христос говорил о узком пути, а Будда о среднем пути, но это об одном и том же. И на картах Таро, на старших арканах, мы часто видим, как две колонны, черные и белые, например, да, на карте Верховная Жрица или Справедливость. И здесь на колеснице та же идея. Или же на карте Луна мы видим две колонны сзади и не понимаем, что делать. И вот этот средний путь, часто намек идет в картах Таро на то, что средний путь – это личный путь, свой путь, который вам предстоит пройти. И никто вам не помеха, никто вам не указ. Здесь карта Шут говорит, что нужна свобода внутренняя. Чтобы увидеть внешнюю свободу, она должна на что-то опираться. Потому что ни один человек на свете не может увидеть того, чего нет внутри, во внутреннем космосе. Как я говорю, двери к изобилию, вы королевы Пентаклей, и двери к счастью всегда открываются изнутри, по карте Шут, свобода внутренняя. А потом нам предстоит идти по этой дороге, и предстоит быть смелому, карта колесница, карта смелости. Эта карта может быть агрессивной или же, наоборот, конструктивной. Как assertiveness, есть такое слово, когда человек конструктивно настроен, ну, жестко, можно сказать. Но он жестко, это человек, то есть он не хочет больше доверяться кому-то в ущерб себе. И еще я вижу, что если вы пойдете по этому узкому пути, то вас ждет большая удача, потому что здесь 3 и 6, видите, это знаки Венеры. Это знаки благополучия и счастья. Вас ждет большая удача, как в деньгах, так и в любви. Принято говорить в личной жизни, но я знаю, что личная жизнь – это все 12 сфер, и деньги, и карьера, и реализация себя. Это ведь очень личная жизнь, не только у мужчин, но вообще у людей. Опять тройка, видите, то, что сказала, то и есть. Да, действительно, в любви и в деньгах. Вот эти 2 главные сферы. Ну, это праздник, тройка чаш, это радость. Понимаете, любовь нельзя купить за деньги. И нельзя полюбить, можно полюбить. Нельзя полюбить как специально, заставить человека любить невозможно, потому что это уже будет насилие. Иногда так бывает, что не все люди готовы к новым отношениям и вообще к отношениям. Многие из нас не готовы. Потому что многие из нас имеют свои собственные проблемы, которые человек не решил, а вносит в отношения. И когда человек вносит свои собственные проблемы в отношения, тогда другой человек, да, может помочь. А здесь будет человек, который вам поможет справиться. Вот, конечно, помощь придет, поможет справиться с вашими проблемами. Но на таком, это зависимые отношения, на таком счастье не построишь. Каждому человеку нужно быть готовым к отношениям, а это справиться со своими, как говорят, скелетами, да? Когда вы уже знаете, как состояться в профессии, когда у вас есть уже какая-то финансовая, даже не то, что независимость, но план финансовый, когда вы можете уже знать, чего вы хотите, что вы можете предложить людям и как вы можете реализовать себя в профессии. И тогда только вы готовы к отношениям, и тогда только вы знаете, кого вы ищете. Потому что когда вы не знаете, кого вы ищете, можно найти неправильного человека. И только тогда вы находите того, кто вас будет любить. Не то, что вы там его спасали или он вас. Знаете, такая любовь по принуждению. Бывает такая любовь по принуждению, когда человек говорит, ну видишь, я же тебя люблю, как бы он заставляет нас с ним быть, потому что он же нас любит. Но это не настоящая любовь. Это любовь, как бы гаслайтинг или стокгольмский синдром. Как бы получается, что мы ему должны что-то, поэтому мы обязаны за его любовь. Но любовь, она свободна. Мы любим, потому что мы хотим любить. И нас любят, потому что хотят любить. 3 плюс 3 будет 6. И вот это смысл этого расклада. Это встреча любви, это человек вам преданный. Это встреча хорошего заработка. Это
вот о главном на сегодня. Это знак Венеры, это знак не только дохода, нет, это знак благополучия, когда есть удовольствие. Венера это знак удовольствия. Удовольствие в любви, когда вам просто хорошо друг с другом, не потому что вы друг другу что-то должны, у вас нет вот этой зависимости. Зависимые отношения – это кармический узел, завязывается. Когда у нас есть, мы свободны быть вместе, мы не свободны друг от друга, а мы свободны быть вместе. И это ваше здравое решение по этому раскладу. Это здорово. Я вижу, что вы здесь, вот высшие силы вас так видят, и вот это дадут. Вам дадут высшие силы много счастья, потому что высшие силы видят, что вы заслужили счастье. Это очень хороший расклад. А вы королева Пентаклей, вы человек, который заслужил счастье, поэтому счастье обязательно дадут высшие силы. Все положительные карты вышли. О главном на сегодня. Кстати, актуально в тот момент, когда вы нашли видео, и расклад вам обязательно поможет, если вы ему позволите. Кто не знает меня зовут Лена, Ванкувер, Канада. Мне очень приятно с вами познакомиться. Приходите на мои прошлые и будущие расклады. Вам гарантия, что если вы пожелаете, вы всегда получите помощь от карт. Здесь вы можете с пользой провести свой досуг, что очень-очень важно. А я вас люблю, обожаю. Посылаю вам медвежьи ласковые обнимашки и будем видеться. Пока-пока, мои дорогие.